что делать, если свекровь отравляет жизнь? Как себя вести и стоит ли обострять и без того натянутые отношения и ставить мужа перед выбором? Отношения со свекровью часто бывают очень сложными. Вы не одиноки, в таких ситуациях оказывается большое количество женщин. Что здесь полезно знать и понимать? Стоит ли обострять без того натянутые отношения? Миритесь с тем, что они натянутые. И, наверное, будут такими, и, возможно, всегда именно с этим человеком. Здесь просто факт того, что вы очень разные с ней, и вы друг друга не понимаете. Бесполезно ее обвинять. Она может обвинять вас в чем-то. Это все бесполезно. Вот что правда здесь полезно, так это понять, что вы просто разные. Бывает так, что люди просто несовместимы. Видимо, вы несовместимы. Второе. Ставить ли мужа перед выбором? Вот здесь как раз-таки вот этот корешок, такой сорнячок, который давайте удалим. Как только вы сможете увидеть ваши отношения таким образом, верным, есть вы и ваш муж, и между вами отношения. Возвращаемся. Есть муж и его мама, и между ними отношения. А есть еще ваши отношения с его мамой. Они могут быть вообще какими-то минимальными. Но нету треугольника, где вы все взаимосвязаны. То есть, с одной стороны, я же рисую, получается, треугольник, и есть связь. Но нету связи всех углов. Давайте посмотрим с точки зрения энергии, проще. У вас есть энергообмен с мужем, у мужа есть энергообмен с его мамой, у вас есть энергообмен с его мамой. Треугольник с одной стороны нарисовали. Но энергия не должна течь вот так вот непрерывно между вами тремя. Как только вы думаете с позиции выбор между мной и мамой, вы сразу делаете такую рогатку, да, что он одновременно одинаково типа связан с ней и с вами. Нет, не одинаково. У вас совершенно разные отношения. Вы вообще не можете ставить это в одну плоскость, потому что он и его женщина, жена, например, и он и его мама – это вообще разные истории. И вот когда люди их смешивают, начинаются вот эти проблемы и непонимания. Первое. Разделяем. Вы и его мама – это одна история, он и его мама – другая история, вы и он – третья история. Как только мы разделили, здесь уже становится легче дышать, больше кислорода, становится все понятнее. Выбирать. Он не должен выбирать между мамой и вами. Его мама всегда останется его мамой. А вы всегда останетесь его женой столько времени, сколько он хочет этого, и вы хотите. Потом, может быть, вы разойдетесь, будет другая жена. То есть вы меняющаяся единица, мама неизменная. При этом можно с мамой даже не общаться, но оставаться ее сыном. Вот в этой позиции рождается уважение к свекрови, даже несмотря на то, что она какая-то там вообще змея подколодная, вредная, ужасная, допустим, такое бывает. И если вы выбираете себя в первую очередь, потом ваши отношения с вашим мужчиной, если вы не боитесь потерять мужчину, готовы к этому, если он перестает соответствовать тому, что вам нужно от мужчины, зачем вы идете в отношения. То есть, если вы готовы проявляться и претендовать на то, для чего вам вообще нужен мужчина, то вы можете требовать от мужчины, чтобы он убирал свою маму от вас на ту дистанцию, которая вам комфортна, которую вы выбираете. Но бывают мужчины маменькины сынки. Что это такое? Это может быть с виду очень даже интересный мужчина, очень заботливый, очень такой положительный, все, но он с мамой, возможно, не сепарировался. Вот это слово сепарация – это эмоциональное взросление, эмоциональное отделение от родителя. Когда я сначала маленький, понимаю, что я как придаток своих родителей, я без них не выживу, и они для меня такие очень важные люди, которым я прислушиваюсь. Или там не прислушиваюсь, дети бунтуют, но они связаны с родителем. Когда-то, в какой-то момент должна наступать сепарация, когда человек начинает чувствовать себя отдельно от своих родителей. У нас могут быть разные точки зрения. Мы должны уже по возрасту жить отдельными жизнями. И моя мама не может решать, что мне делать, какие мне носочки одеть, не знаю, кем мне работать и какую прическу мне сделать.
Все, я отдельный. И тогда у человека, у мужчины, например, ну, у женщины то же самое, появляется свобода выбора. Когда я хочу побыть ее сыночком и там, не знаю, поесть ее пирожки и почувствовать себя еще немножко ребенком, но это чуть-чуть происходит в жизни, а в большинстве случаев я выбираю быть взрослым отдельным человеком. И тогда мама не может вмешиваться в мою жизнь с женой, моя мама не может цепляться к моей жене, потому что мама сегодня моя жена номер один для меня, у меня с ней семья, ты больше не моя семья. В смысле, ты мой родственник, ты всегда будешь моей мамой. Но сегодня семья у меня с ней, и она моя женщина номер один. А я твой ребенок. Когда я был маленький, ты была моя женщина номер один. А сегодня моя жена номер один. И, пожалуйста, не вмешивайся в нашу семью. Это пример идеального мужчины, сепарировавшегося от своей мамы. Но часто мужчины не сепарируются. И вот здесь бинго, ответ на вопрос самый важный, самая важная мысль. Вы не сможете стимулировать сепарацию вашего мужа от мужчины, от его мамы, никак не сможете на это повлиять. Вы можете только выбирать, вам этот мужчина подходит или нет. Поэтому если в какой-то момент вы вдруг, или кто-то, кто смотрит видео, да, понимает, что вообще-то мой мужчина еще маминкин сынок, и он от мамы не сепарировался, и мама очень влияет на него, и он зависим еще эмоционально от мамы, то здесь нужно набраться смелости, поставить точку и сказать, что ты не дорос еще до меня, иди к маме, куда-то дорасти, хочешь через годик-другой приходи, если я еще буду свободна. Но для этого нужно быть тоже самостоятельной, независимой и выбирать всегда себя, потому что мы рождаемся для себя, живем для себя и умираем сами с собой. Мы на тот свет никого с собой не уносим. Поэтому цепляться за мужчин вот такой мертвой хваткой – это путь в несчастье. Да, я чувствую, что хочу сама принимать решения о воспитании ребенка, но я понимаю, что если будем жить со свекровью, то это будет постоянная критика моих решений. Ее мнение будет самое правильное и так далее. Вы абсолютно правы, потому что ваша личная территория сведется до 5 минут в туалете одной, понимаете? То есть ваше личное пространство станет слишком маленьким для того, чтобы проживать свою жизнь комфортно. Невозможно жить со свекровью счастливо, если вы живете на ее территории. Есть уникальные случаи, я такие знаю, где свекровь живет с семьей. Это нужно для мамы, папы, ребеночка, чтобы они могли работать. Она присматривает за ребенком, и они действительно комфортно, классно живут. Они говорят, нам повезло, у нас свекровь классная. Но важный момент, она живет на их территории. Она все равно немножечко подстраивается под них. Это очень сильно отличается от того, если жить на территории свекрови.